Приветствую всех! Я уже начинал разговор про пятую руну Райдо, и в этом видео я его закончу. Так получилось, что в предыдущем видео я не до конца раскрыл суть и не свел в одну точку все те примеры, которые вам наводил. Вам нужно понять тот момент, что эта руна описывает не саму суть движения, а подготовку, а точнее рывок, тот толчок, который создал движение. Как пример, представьте себе спортсменов на беговой дорожке. Все они стоят в исходной позиции. Когда звучит сигнал, каждый из них срывается с места и бежит. И первым прибежит только один. Так вот, когда все спортсмены ждали того сигнала, и когда прозвучал сигнал, и когда они сорвались, вот это и есть руна Райдо. Сам бег от точки А до точки Б – это тоже руна Райдо. Но ее суть начинается раньше того момента, когда спортсмен именно уже бежит. Особенность руна Райдо не в самом движении, а в старте, в зарождении движения. Пятая руна – эта руна не имеет особенности влиять на исход забега. То есть она не влияет на то, каким прибежит спортсмен, первым или последним. Она влияет на то, чтобы спортсмен начал бежать, чтобы он сорвался с места. Руна Райдо не влияет на то, что во время бега спортсмен не подвернет ногу. В процессе старта забега и когда спортсмен сорвался и побежал, в тот промежуток времени, пока он бежит, может произойти что угодно. Так вот, руна Райдо влияет за начало процесса бега, то есть рывка, старта. За сам бег и за финиш руна Райдо не отвечает. Когда я наводил вам в предыдущем видео пример с рождением ребенка, и руна Райдо это и есть начало жизненного пути, это и есть тот рывок, зарождение движения. В процессе вся жизнь это путь, который проживает каждый из нас. Так вот, суть руны Райды – зародить это движение, начать этот путь. В процессе этого жизненного пути у каждого человека своя судьба, на которую влияют очень много разных факторов. Но каждый человек начинал свой путь с рождения, с зарождения движения, движения жизненного пути. В интернете очень часто можно услышать такой совет, что руну Райдо очень хорошо используют для водителей, для тех, кто постоянно в пути. Знаете, в этом правда есть смысл, но только нужно понимать, как именно эта руна будет оказывать свое благополучное воздействие на того, кто ее применяет. Если человек занимается перевозками, неважно пассажирскими, либо возит грузы, и он начинает использовать руну Рейд, то происходит процесс того, что у него будут зарождаться движения, то есть у него будут рейсы, он будет возить людей или грузы, то есть у него будет работа, он не будет сидеть на месте. Но не нужно думать, что руна Рейд защитит его в дороге. Эта руна создаст движение, зародит движение, начнет движение. Человек поедет в рейс. Но как этот рейс закончится, как будет проходить дорога, за это эта руна не отвечает. Для того, чтобы навести наглядные примеры, мне нужно затронуть следующие руны, которые будут в рунной системе. Мне бы очень не хотелось бы забегать наперед, поэтому давайте пока на этой интерпретации руны мы с вами остановимся. Я вас уверяю, следующие две руны помогут вам понять суть руны Рейд и почему она именно зарождает движение, но не отвечает за процесс происходящего после начала движения. А теперь нам с вами
нужно вернуться к схеме, которую я вам показываю с самого начала. Как и у предыдущих рун, у руны Райдо первая линия, которая принадлежит времени то, что есть, остается неизменной. Это пятая руна в рунной системе, и у всех этих 5 рун эта линия была неизменна. И именно на руне Райдо эта последовательность прервется. То есть в 6-й руне рунной системы этой линии уже не будет. Это и есть та особенность 5-й руны, которая зарождает движение. Я также должен вам рассказать об определенной особенности, которую вы должны контролировать, когда будете создавать руны. Вы должны были видеть уже неоднократно, что многие руны разными авторами чертятся по-разному. Это начиная с первой руны Феху, где вот эта нижняя диагональ, которая уходит с центра времени того, что есть, не доводится до верхней точки времени того, что должно быть. Она прерывается на времени то, что происходит. Рисуя руну Феху именно в таком виде, когда 2 диагональные линии заканчивают свое движение на времени то, что происходит, позволяет руну Феху сместить вправо. То есть, где первая вертикальная линия будет уже не во времени то, что есть, а во времени то, что происходит. И тем самым 2 диагональные линии будут уходить во время то, что должно быть. Так вот, моя задача стоит в том, что помимо того, что руна чертится неправильно, вы должны контролировать четко то, как и где вы чертите вертикальную линию. Понимаете, когда вы будете создавать формулы, очень важно придерживаться концепции вертикальных линий. И там, где нужно отступить пробел, показывая в формуле четкость того, к какому времени принадлежит вертикальная линия, этот пробел нужно уступать. Вы не должны лепить руны одна к другой близко, потому что вам так нравится и так это красиво выглядит. Это очень важно, и к этому нужно приучать себя с самого начала, потому что рано или поздно вы поймете суть вертикальных линий. Как пример, возьмите любой рунный футарк. Хотите, можете взять мои руны, те, которые я в некоторых видео выкладываю все подряд. И найдите там ту руну, у которой будет одна вертикальная линия, которая принадлежит к времени то, что должно быть. И чтобы с этим временем не было параллельно еще времени то, что есть. Понимаете, то, что должно быть, по сути не может существовать без того, что уже есть. В целом, сама суть понимания образования рун играет решающую роль в будущих ваших практиках с рунами. Силу, которую вы будете иметь от рун, вы будете иметь не от их названий, не от того, что вы их проговариваете себе вслух или в уме. Сама суть влияния руны будет в вашем сознании. Я вам говорил неоднократно, для того, чтобы использовать руны, не обязательно их чертить на физических объектах. Вы можете создавать символы в пространстве, у себя в уме. И когда в вашем сознании вы создаете символ и проводя линию, вы четко должны понимать, к какому времени принадлежит вертикальная линия и в какое время и откуда уходят диагональные линии. И создавая эти линии у себя в сознании, вы подкрепляете к ним процессы, которые должны будут образоваться во времени для того, чтобы повлиять на те ситуации, на которые вы создаете руны. На самом деле,
Существует масса нюансов, на которые нужно обращать внимание в момент, когда вы начинаете практиковать руны и создавать их физически. Но почему-то на сегодняшний день о них никто не говорит.